Всем привет, друзья! Приветствую на нашем канале. Сегодня мы раскроем тему, какие солнечные панели лучше, и, соответственно, расскажем сам тип панелей, которые лучше и для чего они лучше. Начнем с Tire One. Это журнал или рейтинговое агентство Bloomberg, которое печатает список ежеквартально. 4 раза в год публикуется список, как некоторые думают, лучших производителей вообще в мире. Но на самом деле это совсем не так. Рейтинговое агентство Bloomberg печатает тех производителей, которые в течение вот этого квартала, так называемого, выполнят, установят работу или произведут или продадут солнечных панелей на 1,5 мегаватта. И вот в течение этого квартала должно быть выполнено 6 таких поставок свыше 1,5 мегаватта. После этого производитель подает эти данные журналу, ну как бы рейтинговое агентство проверяет все это дело и потом печатает просто у себя этот список. И те компании, которые попали в список Bloomberg, это не значит, что это самые лучшие панели в плане качества. Это больше показывает то, что эта компания имеет возможность, имеет свои, скажем так, мощности для того, чтобы произвести такое количество. И многие компании, конечно, они желают, именно отделы продаж, именно продавцы, они желают попасть в этот рейтинг, получить вот это заветное Tire One, чтобы другие покупатели, снабженцы видели и таким образом представляли, что компания эта не только образовалась, что она уже имеет какие-то свои опыты, то есть они уже, значит, поставляли на солнечные плантации большие и так далее. Но я сразу хочу сделать ремарку такую, что не все компании из этого списка обладают приемлемым качеством. Мы столкнулись уже с 3 брендами из первой пятерки Tire One, которые действительно имеют проблемы с солнечными панелями, хотя это крупные известные компании. Я сегодня не буду называть бренды, чтобы не рекламировать. Но мы столкнулись с рядом проблем. Это горячие точки в одной компании, потом выгорание элементов, менялся цвет солнечных панелей. И еще один момент — это механическая непрочность самой рамки солнечной панели. Опять же, вернемся Tire One от Bloomberg. Это показывает не качество солнечных панелей, а именно финансовую прочность компании, которая продает. То есть, когда производитель выкладывает на рынок, продает большое количество, кто-то покупает у него, соответственно, идет финансовый оборот. И чем больше оборот, тем больше возможностей. Эти деньги можно внедрить в производство в дальнейшее. Рейтинг Bloomberg Tire One — это, конечно, хорошо, это финансовые показатели все важны, но мы всегда отталкиваемся именно от технических характеристик самих модулей, от эксплуатационных качеств. И имея опыт именно в эксплуатации солнечных панелей, можно уже сказать, какой бренд, какие солнечные панели, какой тип модуля лучше и в какой погоде лучше. И, соответственно, только так можно понять. Ну и помимо этого еще нужно, конечно, в мире нужно использовать опыт лабораторий, независимых лабораторий, которые присутствуют, которые также ежегодно или ежеквартально, но обычно раз в год публикуют обширный список, проводят рейтинги солнечных панелей, делают все замеры, делают испытания наград, испытания механическую стойкость и так далее. Вы можете загуглить и найти эти лаборатории и открыть там список всех солнечных панелей, которые были испытаны в этом году. И к моему, не только к моему, и, наверное, надеюсь, и к вашему удивлению, вы там не увидите большое количество тех производителей, которые находились в Bloomberg Tire One. Сейчас очень много производителей, которые производят солнечные панели. Процентов, наверное, 95 или 96 находятся в Китае. И часть фабрик, которые мало известны для нас, но очень широко известны в Китае, они являются OEM-производителей, они работают на аутсорсинге у крупных производителей. Для того, чтобы выполнить большой заказ, это не секрет, крупные производители заказывают у фабрик производство своих модулей, то есть по тем же технологиям, из тех же материалов.
И вот эти OEM-фабрики, они производят солнечные панели для этих производителей. Соответственно, можно купить, скажем так, у бренда брендированный модуль, и либо найти вот такого производителя, такую фабрику и купить те же самые модули с тем же самым качеством. Ну, единственное, что не будет у вас надписи Bloomberg Tier 1. И таким опытом пользуются очень многие покупатели, очень многие инженеры, которые заказывают именно станции, потому что я знаю, что вот и Хорватия, и Болгария очень много поставок сейчас делает, именно работают напрямую с фабриками. Цена, естественно, получается ниже, доставка выгодней, а остальные все технические параметры остаются все те же. Ну и такой вопрос, если вернемся мы в прошлое, 20 лет назад, основной вопрос, какие солнечные панели выбрать, это стоял монокристалл и поликристалл. И здесь были баталии, тогда в то время было порядка 70% поликристалла, монокристалл был порядка 30%. Ну, наличие этих модулей на рынке. И, соответственно, люди выбирали, что лучше. Сейчас порядка, наверное, 36-35% поликристалл, остальное все монокристалл. То есть время показало и доказало, что монокристалл лучше, но появились новые технологии, я сейчас перечислю. Это PERC технология, TOPCon и HGT технологии. В принципе, это все монокристалл. В принципе, процент КПД каждой панели сейчас где-то, это берем рейтинг, да, самых лучших, современных на сегодняшний момент, это те панели, которые выше 650-660 Вт и выше, до 720 Вт. То есть эти панели имеют 3 градации. То есть, еще раз повторюсь, это PERC, TOPCon и HGT. PERC больше работает, наверное, в негорячей среде, то есть больше в северных широтах. TOPCon работает при температуре высокой, это вот наш регион, Испания очень хорошо применяется. И вот сейчас новые на рынке, то, что сейчас производится, они еще немножко дорогие модули, это HGT технология, вы загуглите, прочитайте про них, то, что все связано с гетероструктурами. И вот эти модули, они уже имеют и температурные коэффициенты хорошие, и долгосрочность, и физическая прочность самих модулей и панелей. Какую технологию выбрать, TOPCon, PERC или HGT, это все зависит не только от финансового кошелька, а вообще смысла. Потому что если у вас солнечная панель 21% или 23%, всего 2%, но при этом вы ставите не под правильным углом, то есть смысла особого нет. То есть все равно выбирает инженер, он смотрит, какой наклон, какой азимут, как будет работать панель с трекером, без трекера. Какие вообще температуры, потому что мы все прекрасно знаем, что если возьмете параметр солнечной панели, возьмете саму характеристику, прочитаете, что при температуре 45 градусов и выше мощность очень сильно падает панели. И в таком случае, в жарком климате, лучше, конечно, выбирать HGT технологию. TOPCon тоже неплохо работает. А PERC, конечно, остается все-таки вот Германия, Франция, север, наверное, Испания. Спасибо, что вы ставите лайки, подписываетесь на наш канал, пишите комментарии. Надеюсь, вы находите для себя что-то полезное. И не забывайте еще раз, если кто нашел полезное, ставить лайк. Всем удачи, добра, позитива. До новых встреч!